Добрый день, меня зовут Роман Филипенко, я являюсь техническим директором компании Time, и сегодня я буду рассказывать о том, как подключать контроллеры для квеста. У нас есть система, которая состоит из двух контроллеров и контроллера USB. Этот контроллер используется для подключения к компьютеру, устанавливается на ресепшене, там же, где устанавливается блок питания. От блока питания и ресепшена идет все сюда. Отсюда идет до контроллера номер 1, и от контроллера номер 1 идет до контроллера номер 2. Это подключение является параллельным и подключается с помощью специальных кабелей. Первый кабель, который важен и который используется для линии связи, является кабель КММ 2/012. Этот кабель важен, потому что с помощью него осуществляется связь, и если кабель будет не КММ, то будут наблюдаться сбои на линии связи. Второй кабель, который является менее важным, но в то же время необходимо, чтобы он был определенного сечения, это кабель ШВВП, который состоит из двух жил, и у которого площадь сечения одной жилы 1,5 квадратных миллиметра. В данном случае у меня кабель немножечко потоньше. На коротких расстояниях допустимо подключать кабель меньшей площади. На больших же расстояниях рекомендуем использовать кабель ШВП 2/1,5. Сейчас мы будем делать линию питания. Линия питания идет от блока питания до USB контроллера, отсюда до первого контроллера и до второго. Необходимо паять линию питания, можно двумя методами. Первый – это пайки, когда скручиваются два проводника, облуживаются концы, подключаются. А второй метод – это с помощью устройства и гильз, которое называется обжимка. Что ж, приступим к пайке. Отрезаем провод, который будет использоваться от блока питания до USB, отсюда до сюда, и еще один провод отсюда до сюда. Тем самым у нас подключаются все контроллеры в одну линию. Для начала воспользуемся методом пайки. Нам необходимо оголить концы проводов примерно 10 мм, расщепить их и скрутить красный с красным, черный с черным. Скручивается вот таким вот методом. Аккуратно, потуже, потом это будет удобнее паять. После того, как мы их скрутили, необходимо нанести флюс, взять паяльник разогретый примерно до 300-320 градусов и залудить концы проводов. Необходимо прогреть весь провод, чтобы он залудился со всех сторон. После того, как у вас получилось, необходимо подровнять спайку примерно до 0,6 см, до 6 мм, для того, чтобы это надежно держалось в клеммнике. Вторую часть мы сделаем другим методом. Мы сделаем методом обжимки. Также оголяются два проводника, расщепляются и скручиваются. Существуют разные клеммы для обжимки. Мы рекомендуем брать с медным напылением. Они будут паяться, в отличие от обычных алюминиевых. И для двойных проводников вообще используются двойные клеммы. Такие существуют, у меня под рукой сейчас их нету. Я использую одинарную. Порядка 1 мм у нее сечение. Так, это тонковатые. Вот возьмем такие красненькие. У них порядка 1,2 мм. Мой кабель сюда удачно заходит полностью в саму гильзу. И здесь нету никакой бахромы. Далее берем специальное устройство для обжима. Зажимаем его. Проверяем, что гильза
хорошо держится. То же самое делаем со вторым. Ну и остается кончик последний. Его я спаяю. После того, как все спаяно и обрезано до нужных величин, необходимо обратиться к документации, которая идет с контроллерами. На ней сказано, как подключается питание, как подключается линия связи. Здесь есть вся информация о входах-выходах контроллера. Но сейчас нам нужно обратить на то, где плюс, где минус. Также на самих контроллерах подписано, где земля, где плюс 12. И нам сейчас необходимо все это правильно совместить. Облуженные концы вставляются в клеммы и закручиваются сверху отверткой. Важно, чтобы в клемму входили провода без всякой бахромы. Необходимо, чтобы здесь не было короткого замыкания. Также необходимо, чтобы земля попала в землю, плюс 12, плюс 12. Не перепутать. Иначе на линии питания будет короткое замыкание. И финальное. В качестве удобства также советую при подключении к блоку питания предусмотреть вот такие разъемчики папа-мама, которые удачно в процессе пусконаладки будут использоваться. Если вам необходимо срочно снять питание, чтобы не выдергивать из розетки, можно отключать его вот в местах вот этого соединения. Здесь тоже кончики облуживаются, отрезаются примерно по 0,5 мм и вставляются согласно обозначениям плюс к плюсу, минус к минусу. Тем самым мы собрали линию питания контроллеров, убедились, согласно инструкциям, что у нас плюс, плюс, минус, минус, и теперь контроллер можно подключать к плюс 12.